Всем привет! Вы на канале In Simple Russian. Это канал для тех, кто изучает русский язык. Меня зовут Ира, и сегодня я приготовила для вас несколько русских идиом. Эти идиомы часто встречаются в разговорной речи, но они звучат довольно странно, на мой взгляд. Поэтому я хотела вас с ними познакомить. Итак, давайте приступим. Первая идиома звучит так. Денег куры не клюют. Что это означает? Что означает эта идиома? Эта идиома говорит о наличии у кого-то очень большого количества денег, большого богатства. Например, если ваши соседи купили себе Феррари, вы можете предположить, что у них денег куры не клюют. Следующая идиома. Делать из мухи слона. Муха – это такое маленькое летающее насекомое, довольно неприятное. А слон – это самое большое наземное млекопитающее. То есть представьте себе, да, маленькая муха и огромный слон. Что означает делать из мухи слона? Это означает, что вы что-то преувеличиваете. Вы делаете из маленькой такой проблемы огромную проблему. Например, если студент получил 2 на экзамене, и теперь он говорит: все, теперь меня отчислят из университета, я буду голодать, я буду на улице, жизнь кончена. Тогда вы можете сказать этому студенту: не преувеличивай, все нормально, не делай из мухи слона. Перейдем к следующей идиоме. Вешать лапшу на уши. Если вам кто-то вешает лапшу на уши, это означает, что этот человек вас обманывает. Этот человек говорит вам неправду. Если я узнаю, что кто-то говорит вам неправду, я вам скажу: не верьте ему, не верьте этому человеку, он просто вешает вам лапшу на уши. Кстати, раз уж речь зашла о лапше, а вы знаете, что один из самых любимых фастфудов россиян – это корейская лапша быстрого приготовления. Если вы об этом не знали, то я предлагаю вам прочитать короткий, но очень познавательный текст о том, как корейская лапша стала любимым фастфудом россиян. Этот текст вы можете прочитать в приложении Readline. Это приложение разрабатываю я, мой муж и наша подруга Таня. В нашем приложении вы можете найти много интересных коротких текстов на все различные темы и для разных уровней. Что еще вы можете найти в Readline? Перевод отдельных слов по клику, спряжение или склонение слов, ударение. Вы также можете читать текст в рукописном шрифте. Подписывайтесь на readline.app. Приложение на данный момент бесплатное. Вам только нужно создать аккаунт и учить русский с интересным контентом. Идем дальше. Следующая идиома – заморить червячка. Заморить червячка означает немного поесть, легко перекусить, да? Достаточно для того, чтобы утолить голод, чтобы не чувствовать себя очень голодным. Кстати, я недавно узнала о том, что во многих европейских языках существует подобная идиома. Например, в испанском она звучит как «matar el gusanillo». Следующая идиома – изюминка. Просто одно слово – изюминка.
изюминка – это маленькая сушеная ягода винограда. Но в русском языке изюминка – это также что-то, что придает кому-то или чему-то своеобразие. Это что-то особенное, интересное или уникальное в каком-то предмете или человеке. Например, если вы заходите в комнату, и комната довольно простая, но там есть необычное, красивое кресло, вы можете сказать, что это кресло – изюминка интерьера. Следующая идиома – валять дурака. Дурак – это обзывательство. Так называют человека, который, довольно глупый. И валять дурака означает заниматься какими-то глупостями, бездельничать, заниматься чем-то несерьезным. Например, иногда школьники на уроке только и делают, что валяют дурака и ничего не учат. Или если вы ничем не занимаетесь, например, ваша мама может сказать вам: «Хватит валять дурака, пора уже заняться делом». Валять дурака также может означать притворяться незнающим. Притворяться, что вы не знаете о чем-то, не догадываетесь. Например, «Хватит валять дурака, ты прекрасно знаешь, о чем идет речь». И раз уж речь зашла о дураках, следующая идиома – губа не дура. Так говорят о человеке, который желает для себя только самого лучшего, ценного, выгодного, дорогостоящего. Часто это говорят с иронией. Например, ты хочешь машину за $100 000? Губа у тебя не дура. Мы добрались до последней идиомы. Эта идиома звучит так: не в зуб ногой. Не в зуб ногой означает не понимать чего-то, совершенно не разбираться в каком-то деле. Например, если вы совершенно не разбираетесь в физике, вы можете сказать, что это не ваш предмет. Вы в физике не в зуб ногой. Это все на сегодня. Если вам понравилось это видео и вы хотите продолжение, напишите в комментариях, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!